Доброго времени суток! Вводный курс вы уже видели. Теперь вы знаете, как закрепляется лист, как подготавливается инструмент для рисования. А на этом занятии я вам покажу техники рисования. Значит, я оставляю для более мелких деталей карандаши Канте Эпари и, собственно, сангину, уголь и мел, а также клячку и затирку. Хотя можно и пальцем затирать, можно вообще ничего не затирать. Если мы говорим о мелках, то сухим материалом, таким как мелок, можно рисовать линии. Причем линия у вас может быть разной толщины. И нарисованная разным инструментом. Например, карандашом она будет выглядеть более тонко, но она тоже может иметь толщину. Может делаться штриховка. Этот штрих может накладываться. Может вообще полностью закрашиваться и потом растираться. Причем растираться может до прозрачных слоев каких-то и до более контрастных. Рисование мелком может происходить всей поверхностью самого мелка. И очень хорошо читается текстура самой бумаги. Где-то она не закрашивается вовсе. Вы можете накладывать один цвет на другой, и у вас будет получаться даже разный оттенок. Видите, если сама сангина идет, здесь уже как на сепию больше похоже, или даже на соус. И здесь уже сам уголь. Также с применением мела у вас и оттенок меняется, и тон. Можно рисовать точками. Не только штрихами, а также точками. Значит, первый способ — это линия, штрихи, закрашивание полностью поверхности листа, точки. А также можно делать растушевки. Значит, если мы берем более темный цвет, потом идем в такой цвет и заканчивается все белым. И это можно все затереть при помощи пальца. Возможно, вам понадобятся салфетки, чтобы очищать ваши пальчики. Либо мы используем какую-то затирку. Вот, при помощи затирки мы тоже можем этим заниматься. Но пальцами мне больше всегда нравилось работать, потому что ты лучше взаимодействуешь и с бумагой, и с материалом. Вот, в принципе, основное, что вы должны знать. Значит, что мы изучили с вами? Это линия. Второе, что у нас было? Штрих. Третье — точка. Четвертое — рисование плоскостью, всей плоскостью мелка.
5. Наложение одного цвета на другой и получение различной тональности. А также растушевка. Все это одним словом называется техника рисования. Какие у нас могут быть материалы? Это уголь, мел, сангина, или сепия. Сепия, соус. Соусы очень разные бывают. Это все взаимозаменяемое. Главное, чтобы у вас было 3 оттенка. Уголь самый темный, самый светлый, мел и что-то среднее между углем и мелом, красноватого или коричневатого оттенка. Красноватого, коричневатого, рыжего, телесного. Как вам больше нравится. Просто некоторые любят более такие теплые оттенки, более контрастные. Кто-то любит более приглушенные оттенки. Еще один очень интересный прием в рисовании. Например, если вы хотите изобразить какой-то снег. Мы можем взять мел. При помощи ножа вот таким образом сделать наше напыление. Вот. Посмотрите, как красиво. Взять какую-то кальку или просто листик более тонкий. И вот такими движениями зафиксировать рассыпанный мел по поверхности. И посмотрите, что мы получаем. Мы получаем очень интересный эффект. Это может быть снег, это может быть имитация каких-то звезд. 7 прием. Это напыление. Значит, существует еще одна техника. Это выбирание при помощи клячки или ластика определенных моментов или фрагментов в рисунке. Но я редко использую эту технику. Лучше делать сразу и хорошо. А на сегодня наше занятие с вами закончено. До следующих встреч, друзья!